Итак, всем привет! Вы на канале RC-шник. И сегодня мы будем делать опять тесты по спидрану на нашей модели Arrma Limitless. Как видите, мы ее восстановили, поставили новые колеса из пеноматериала. Значит, давайте расскажу, что мы сделали. Значит, во-первых, мы поставили новую вот эту дугу между спойлером, напечатанную на 3D принтере. Она как бы жесткая, плотная, должна хорошо держать автомобиль. Значит, следующее, что мы сделали, я заказал новые колеса, видите, с перфорированными дисками. Выглядят они очень круто. Посмотрим, как покажут себя на дороге, потому что сколько по шору в магазине не было сказано, но я предполагаю, что они очень мягкие, где-то это порядка 25 шора по градации, так что думаю, что будет нормально. Значит, также я напечатал на 3D принтере новые заглушки, значит, для того, чтобы они убирали поток воздуха, который сюда заходит. Ну, в теории. Посмотрим, как это все будет работать, потому что заказать это слишком долго ждать, чтобы они пришли. Я вот решил так изгалиться. Ну, посмотрим, как будет работать. Следующее, что мы сделали, значит, вот этот карданный вал, он у нас шатался, да, вправо-влево. Ну, некоторые ребята мне написали в комментариях, я решил так сделать. Я резиновую прокладочку сюда поставил. Я не знаю, будет она видна вам или нет. Вот там. Да, чтобы он вперед-назад не ездил, но если что, он амортизирует. Вот, также у нас стоит пиньон 3х34 зуба, да, соответственно, спур стоит на 27 зубов. Пока мы это ничего не меняли, потому что на этой комплектации, так сказать, мы еще ничего толком не разогнали. Будем пробовать делать на открытых колесах пока что, разогнать. Вот тут вертолеты летают, мы все-таки находимся на взлетно-посадочной полосе. Так что давайте поставим 4С батарейки, прикрепим GoPro, покатаемся. После всех настроек надо настроить, чтобы она ехала ровно по прямой, посмотреть, как она себя чувствует на дороге, и потом будем ставить 8С и запускать. Погнали! Итак, давайте сначала поставим GPS-трекер на наш автомобиль. Да, видите, он предварительно включен, но спутники пока не нашел. Я думаю, пока мы сейчас все будем устанавливать, он их найдет. Теперь давайте проверим батарейки наши на 4С. Видите, они заряжены на 79%, 8 вольт всего. Одна, ну тоже 8 вольт, 77%. То есть они не полностью заряжены, но нам для тестов первых посмотреть, как машина едет, вполне достаточно. Так, нажимаем трек, старт, проверяем. Все, едет. Ну и давайте теперь посмотрим, как она прямо не прямо едет. Так, теперь давайте настроим так, чтобы она ехала по прямой, а то она немножечко поворачивает вправо. Так, меняем и смотрим. Ну, вроде ровно. Теперь давайте выйдем по прямой и посмотрим, как далеко у нас будет ловить пульт. И как быстро мы сможем ее разогнать по этой прямой. Ну, вроде все отлично. И так, как вы видите, вот она постояла немного на асфальте, и колеса, протектор асфальта впечатался в протектор колес. Это значит, что все-таки колеса очень-очень мягкие, скорее всего 25 по градации шор. Ну, ничего страшного, скорее всего они после первого быстрого проката слетят. Но давайте теперь поменяем, поставим 8С батарейки и попробуем прокатиться на них. Итак, давайте посмотрим, сколько было на 4С батарейках. У нас максимальная скорость, ну, 113, она, в принципе, так и едет на полуспущенных батарейках. Вот, так что давайте поставим 8С. А это, наверное, сюда. Итак, ну, в общем, мы поменяли батарейки, и сейчас будем ее запускать. Старт. Все работает. Ну что, с Богом!
Ну так, ну давайте посмотрим. Очень надеюсь, что мы все-таки побили наш личный рекорд. Повторюсь, он был 204 км в час. Нажимаем стоп. Читать. 202. Да, что-то не едет быстрее, странно. А выглядело намного быстрее. Итак, давайте с вами после нашего заезда проверим батарейки. Конечно, плохо, что я снял Castle B-Link блютусный, чтобы проверить дата-логи. Но мы сейчас посмотрим заряд батареек и, возможно, подкрутим наш Perfect Pass лаунч-контроллер и попробуем заехать еще раз. Но все будет зависеть от батареи. 91%, 90 даже, 16,4. Так, ну тут тоже 16,4, почти 90%. Ну, почти 33 вольта. Можно попробовать еще раз, в принципе, заехать. Ну, давайте подкрутим наш Perfect Pass в более правильное положение. Стоит у нас полностью влево. Это значит без задержки. А мы поставим... Так, вот это максимальная задержка, но мы поставим не максимальную, но вот такую вот попробуем. Чтобы он более плавно разгонялся и вольтаж не так сильно падал. И попробуем проехаться еще раз. No! God, please, no! 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 Ее полностью разуло вообще всю покрышку. Плохо была проклеена, значит, с завода, да. Но мы это, кстати, можем оставить и еще на ней прокатиться. Да, это с Алиэкспресса там. Давайте посмотрим. О, давайте посмотрим, какой у нас дамаг. Давайте глядеть. Смотрите. Первое. Опять у нас сломалась эта штука. Ее мы можем заказать точно такую же новую. Колесо у нас разбортировалось. Вот оно такое должно быть. Заднее колесо, как вы видите, тоже все пришло в негодность. Из-за того, что все-таки очень мягкие это шины. Очень мягкие. Их надо не в такую жаркую погоду, потому что они совсем рассыпаются. Значит, вот эта шина тут тоже небольшой дамаг, но это не страшно. Здесь у нас стесался край, потому что она проехалась на этом колесе. Да, ну давайте откроем, посмотрим, что у нас там внутри произошло. Но внутри, как видите, magic. It's magic. Все хорошо, все на месте, все четко, все работает. Ну и давайте посмотрим, на какой скорости. До какой скорости мы смогли развить. Но я думаю, что тут гораздо меньше по ощущениям, поскольку все-таки не смог я нажать газ. Нужен усилитель сигнала, из-за которого я просто не могу вовремя сбалансировать и поставить ровно машину, потому что она очень большой и долгий отклик. 181, понятно, тут как бы ничего не скажешь. Ну так, значит, есть у нас еще над чем тут поработать, и очень много чего я собираюсь тут поменять. Для начала поменяем дифференциалы на GP5. Вот, как вы видите, рекорд у нас 204 км в час. В этой комплектации сделаем у нас GT-платформу, значит, корпус, чтобы он были не на открытых колесах, а на закрытых, чтобы было меньше сопротивления воздуха. Так что, если хотите увидеть продолжение серии этих роликов, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, бейте в колокольчик. И до встречи в следующих видео. Всем пока!